Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику только из натуральных продуктов. Сегодня я хочу предложить вам сделать одну маску для лица, которая подходит как для мужчин, так и для женщин. Ну и, конечно же, она супер хорошо влияет на кожу, которая такая уже увядающая. И наша маска сегодня будет состоять из одной капельки зубной пасты, любой совершенно, можете взять детскую. Главное, чтобы она была без каких-либо красителей, то есть белого цвета. Пол чайной ложечки соли, мелкой обязательно она должна быть, чтобы не поцарапала нашу кожу. 1 чайной ложечки рисовой муки, 1 чайной ложки геля алоэ и где-то столовая ложка пены для бритья. Можете взять абсолютно любую пену для бритья, это не реклама, а просто я вам показываю. Если нам, к примеру, понадобится для более какой-то эластичной консистенции этой маски больше пены для бритья, то мы ее потом с вами добавим. И в самом конце, естественно, мы возьмем 5 капелек витамина Е, витамина молодости. Ну что, начинаем приступать. Сначала я предлагаю высыпать сыпучие ингредиенты. Так маска будет лучше вымешиваться. Рисовая мука. И теперь будем добавлять постепенно гель алоэ, зубную пасту. Буквально капелька, чтобы наша кожа хорошо отбелилась. Теперь начинаем понемножку вымешивать нашу будущую маску. И затем введем такой интересный компонент, как пена для бритья. Видите, маска прекрасно вымешивается. Все. И теперь самое время ввести нашу пену. Я возьму пока половинку. Все хорошо вымешиваю. Маска получается очень воздушной. Она хорошо пахнет и будет великолепно накладываться на наше лицо. Все, видите, я взяла половину только этой порции, которую приготовила. Ее же невозможно как бы вычислить точно. Чайная ложка, потому что она же пена, она выдавливается. И вот смотрите опять же по тому, какая консистенция для вас более приятна. И в завершении добавляем наш супер витамин молодости. 5 капель. 2, 3, 5. Еще раз все вымешиваем. Делаем тест на аллергенность обязательно. Умываем хорошенько личико. И через пару минут встречаемся в ванной комнате. Вот такая маска у нас с вами получилась. Смотрите, какая она пушистая и воздушная за счет крема для бритья. Дорогие мои, я надеюсь, вы уже сделали тест на аллергенность. И если у вас есть какие-либо повреждения на коже, то вам эту маску нельзя. Почему? Потому что в состав ее входит соль, которая может еще больше повредить вашей коже лица. Личико умыли, все чистенькие, и теперь, если у нас нет никаких противопоказаний, мы делаем с вами эту маску. Наносим ее по массажным линиям. Видите, она какая приятная. Очень хорошо она пахнет и ложится на нашу кожу просто волшебно. Маска простая, но супер хорошая. Результат вы сразу же увидите. Почему? Потому что рисовая мука, она при подсыхании будет супер хорошим лифтингом для нашего личика, для нашей кожи. Она подтянет, да? Соль обезвреживает и восстанавливает многие процессы нашей кожи. То есть иногда эту маску, как говорить всегда вам говорю, уже делаем ее курсами. И вот если нам ее хватит на 3 раза, то именно в эти 3 раза это очень-очень хорошо делать эту процедуру. Потом мы возьмем перерывчик на месяц. Маску можно это наносить слоями. За счет пены для бритья маска стала не только воздушная, но она будет чудесно смываться.
И при смывании вот эти вот малюсенькие крупиночки рисовой муки и соли будут делать скрабирующий эффект. Гель алоэ. Что может быть лучше для нашей кожи? Это просто кладезь витаминная, плюс мы еще добавили и витамин Е, который полностью активизирует сейчас все процессы восстановительные нашей кожи. То есть маска чудесная. Можно ее наносить на шею, на область декольте, как я сейчас делаю, слоями. При подсыхании можно наносить еще один слой. Затем смываем ее теплой водичкой и обязательно наносим наш уходовый крем. Эту маску очень хорошо делать перед сном, ну, за час, за 2 часа, знаете. Зубная паста, она также еще и отбеливает нашу кожу, то есть эта масочка еще и борется с пигментными пятнами, которых мы совершенно не хотим иметь. Так что 20 минут подержим маску, потом смоем, нанесем питательный крем. Маски хватит нам 2-3 раза. Зависит от того, как много вы нанесете на область декольте и шею. Хранить ее нужно, как всегда, в холодильнике. И потом, как закончится, мы делаем перерыв и используем все мои другие рецепты, которых уже очень и очень много на моем канале. Дорогие мои, спасибо, что были и сегодня вместе со мной. Оставляйте свои комментарии, пожелания, и я буду с удовольствием исполнять ваши желания и делать вместе с вами новые рецепты. Ну а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. Будьте все здоровы, счастливы, молоды, красивы. Пока!